специально снимаю видео. Ну как, не то, что мое недовольство или еще что-то. Нет, просто для того, чтобы другие не вляпались. Вот когда стоит выбор между вот такой вот сабельной пилой, это бошевская пила, ну мне кажется, она рядом с Бошем лежала, хотя отработала неплохо. И вот такой вот, допустим, цепной пилой. Не будем смотреть на производителя, тут все пофигу, какой производитель. То однозначно выбор будет падать вот на вот эту вот пилу. Весь функционал, то, что она выполняет, вернее, то, что выполняет вот эта пила выполняет без проблем. Единственное, что тут надо обращать внимание на аккумулятор. Видимо, этот аккумулятор, это родной 36 вольт, 2 ампер часа, это полная брехня. Если 2 ампер часа, это еще похоже на правду, здесь стоит 5 аккумуляторов, то вполне возможно оно может выдавать 2 ампер часа. Но 36 вольт никогда в жизни в такой корпус не всунешь. Вот, к примеру, макитовский, это у нас аккумулятор фирменный, покупался в фирменном магазине вместе с листьесборником, есть такой инструмент еще. И вот смотрите, разница в размерах. Ну, практически в 2 раза больше. Хотя 18 вольт это уже правда. И 5 ампер часов это тоже правда. Ну, потом покажу, в чем разница. И теперь смотрим вот на вот эту вот пилу. Тут тоже 18 вольт. Я думаю, это правда. Но вот здесь написано аж 5 ампер часов. Как они могли всунуть сюда 5 ампер часов, я не понимаю. Здесь тоже стоит, я разбирал их, тоже стоит 5 аккумуляторов. В общем, вот это и вот это одно и то же. Они и подходят друг к дружке. Что касается работы с ней, для чего она вообще нужна? Ну, чтобы пилить вот такие вот досточки. И то это делается с трудом, потому что если доска вот такой вот толщины, это где-то сантиметра 3,5, ну 4 будем считать сантиметра, то она уже ее пилит очень трудно. И надо постоянно ее держать, чуть ли не прикручивать болтами, чтобы ее отпилить, потому что прыгает. Что касается веточек, ну вот, к примеру, вот такой вот кончиком вы ее не обрежете. Она будет дрожать. Вон, видим? Она только под самый кончик. И он уже аккумулятор садится практически. О, наконец-то отпилил. Вот такая вот фигня. Я не знаю, видно было или нет. А теперь смотрим на то, что делает вот это вот. Тут у нас солнце. 5 секунд. А если под корень, вот потолще берем, вообще без проблем. И вот. В общем, тут однозначно вот эта вот пила цепная выигрывает во всем. Ну вот сейчас давайте посмотрим, как вот эта пила справится вот с такой вот четверочкой. И как та пила справится с такой же четверочкой. И пробуем. Надо обязательно прижимать хорошо. И пошел. Все дрожит. Вот, когда в упор идет, тогда можно. Вот такого вот плана. Ну, и теперь берем вот эту пилу и пробуем ее. Но тут надо не забывать, что я все-таки поставил аккумулятор на 5 ампер часов. То есть она довольно-таки мощная сейчас. И пробуем. Без вопросов. Мало того,
Сейчас положили. Вот это вот ножовка, так скажем. Аккумуляторная ножовка. Не справляется вообще с тонкими. Ну вот сейчас покажу. Вот с такими паростками. То есть для паростков эта пила тоже не годится. Это надо брать секатор. Вот, к примеру, видим. Вот такой вот типа кустарничек. И мы его, к примеру, хотим подрезать. Все дрожит. В общем, фигня это все. В общем, фигня это все. Лучше взять секатор и это. И секатором это все пообрезать намного быстрее и намного менее трудоемкче будет. Ну, вот такая вот ерунда. За аккумуляторы сказано много. Конечно, если бы здесь этого аккумулятора вполне хватает, где-то на полчаса беспрерывной работы. Вот этого аккумулятора 5 амперного, ампер-час, хватает на 1,5 часа работы вот этой вот пилы. Вот сколько я проработал в ней уже, я не знаю. И тут смотрим. Зарядка, еще полная зарядка, вообще ничего не пошло. Здесь такого нету, чтобы проверить зарядку. Ну и хватает его на, допустим, если брать вот такие вот спилы, ну максимум на 2 спила. Вот этого вот аккумулятора хватит. Ну а этого на 1,5 часа вот так, чтобы пилить вот как здесь. На этом, думаю, все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.